Здравствуйте! В этом выпуске продолжение обзора альбомов итальянской группы Матtia Bazar. Свой пятый студийный альбом группа Mattia Bazar выпустила в 1980 году. Альбом назывался «Il tempo del sole» – «Время солнца». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Германии. «Il tempo del sole» – это последний альбом группы с участием Пьера Кассана на клавишных. Альбому предшествовал сингл с песней «Italian Sinfonia» и песней «Non mi fermare» «Не останавливай меня». С песней «Итальянская симфония» группа участвовала в 80-м году в конкурсе «Фестиваль Бар». В песнях этого альбома уникальный голос Руджера перемешивается с вокалом Карла Морали и Пьера Кассана. Альбом открывается прекрасным заглавным треком, пропитанным духом поп-музыки 70-х, с приятными аранжировками звучания органа, гитары, барабанов. Все песни альбома звучат в одном стиле. На альбоме классические треки группы, такие как «Солей», «Senza guai». В треках отличный вокал Карла Морали с хорошими гитарными партиями. Вокалистка группы Антонелла сама спродюсировала почти прогрессивную песню «Non mi fermare» «Не останавливай меня». Альбом «Il tempo del sole» достиг 18 места в итальянском хит-параде и стал самым продаваемым альбомом 80-го года. Ушедшего из группы Пьера Кассана заменил Мауро Сабионе. Сабионе родился в Генуе в 1957 году и окончил консерваторию имени Никколо Паганини. Сабионе присоединился к группе Матtia Bazar в июне 1981 года во время их концертного тура, посвященному выходу альбома «Il tempo del sole». Как вспоминала Сабионе Карла Морали, мы вместе работали над двумя альбомами «Берлин, Париж, Лондон» и «Танго». Он был нужным человеком в нужное время. Мы в тот момент нашей карьеры решили оторваться от солнечной поп-музыки. Мы столкнулись с процессом взросления, сначала как личности, а затем как группа. С Альдо Стеллитой и Антонеллой Руджера мы поехали в Лондон, и на нас повлияла музыка того времени. Я хотел изменить наше звучание, сделать что-то совершенно новое для Италии. Мы искали клавишника, который мог бы сопровождать нас в этом новом пути. Мне указали на хорошего музыканта, сказали, что он выступает в клубе Нерви в Генуе. Это был Мауро. Я пошел к нему, и он мне понравился. Я попросил его поехать с Матtia Bazar. Он еще не был силен тогда в электронике, но скоро таким стал. Мы закупили все самое передовое оборудование на тот момент и привезли с собой. Мауро получил в руки самое настоящее сокровище с технической точки зрения. Мы уже знали, в каком направлении пойдет группа. Работа Мауро и вклад продюсера Роберто Коломбо, партнера Антонеллы, сыграли решающую роль. В то время революционный спектр электроники бродил по Европе. Новый клавишник группы Мауро Сабионе стал одним из первых, кто начал играть на компьютерной клавиатуре, пробивая для группы путь к новому пику в их творчестве. В 1982 году выходит шестой студийный альбом группы под названием «Берлина, Париджи, Лондра». Берлин, Париж, Лондон. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Италии. Альбом «Берлин, Париж, Лондон» стал поворотным моментом в творчестве группы, когда они решили поменять свой музыкальный стиль. Выходу альбома предшествовал выпуск сингла с песнями с этого альбома. В этот сингл вошли песни «Фантазия», «Io ti voglio adesso», «Я хочу тебя прямо сейчас». Трек «Фантазия» передает атмосферу Второй мировой войны. Заговоры, солдаты в ожидании неизвестности. На заднем фоне мы слышим сирены, сметающие беззаботность и поверхностность прошлого. Перемены в группе коснулись не только изменения музыкального стиля, но и эстетических аспектов, начиная от внешнего вида музыкантов и роботизированной мимики Антонеллы, и заканчивая авангардным использованием света, инсталляций, декораций и видеопроекций, которые предвосхищали то, что впоследствии будет называться мультимедиа. Как написал об этом в то время журналист Фигиз, это полный интуиции звуковой и визуальный проект, связанный с новой волной романтического и декадентского рока. Так родилось сотрудничество группы с одним из самых инновационных итальянских дизайнеров того времени – Алессандро Мендини. На протяжении всей своей карьеры Алессандро Мендини был одним из величайших итальянских архитекторов, дизайнеров XX века.
Он создавал предметы, мебель, окружение, картины, инсталляции, архитектуру. Матиа Базар с песней «Каза Мия. Мой дом» участвовали в его причудливом проекте «Архитектура Сосуранты» – шепчущие архитектуры. В проекте, созданном на волне творческой силы студии «Алхимия», и именно миланский архитектор сам создавал полихромную геометрию живописного пространства для успешного концертного турне Матиа Базар в 1983 году. Новационный альбом Матиа Базар «Берлино, Париджи и Лондра» стал первым альбомом в триаде, который подтвердила их гарантию получения почетного места в истории итальянской музыки. Гитарист Карло Морале вспоминал: «Мы были злыми, решительными, почти панковскими в своих подходах. Нашу звукозаписывающую компанию напугала дерзость нашего нового материала, и фактически мы были вынуждены сами справляться со всем. Оставаясь в рамках поп-музыки, группа исследует новые территории. Альбом «Берлин, Париж, Лондон» — это, как говорится, проба пера в новом направлении, которое получит достойное развитие в последующих двух альбомах группы. Этот альбом, хотя и нельзя назвать одним из лучших дискографий группы, но он таки интересен. Я думаю, что фанаты группы захотят его иметь в своих коллекциях». В 1982 году у группы вышел одноименный сборник их песен. Я купил оригинал этого сборника, выпущенного в Италии. Ярко оформленный сборник является хорошим дополнением коллекции любителей творчества группы Матиа Базар. В сборник вошли песни со всех предыдущих альбомов группы, кроме песен с альбомов «Турне» и «Берлино, Париджи, Лондра». Сборник выпускался с небольшим 16-страничным буклетом, содержащим рассказы о группе, фотографии и даже партитуру и аккорды для гитары к песне «Стасера Кесера». Эта песня, как вы помните, из дебютного альбома группы. В феврале 1983 года группа в очередной раз приняла участие в фестивале Сан-Ремо с песней «Ваканса Романы» – «Римские каникулы». Группа вышла в суперфинал фестиваля, но по итогам голосования жюри им присудили 4-е место. С таким решением жюри не были согласны музыкальные критики и журналисты, присудив Матиа Базар престижную премию критики. В то время песня «Ваканция Романы» 7 недель провела на первом месте в хит-параде Италии, став по итогам 1983 года 4-й в топ-чарте Италии, намного опередив другие песни, прозвучавшие на фестивале Сан-Ремо в том году. Песня «Ваканция Романы» попадает в чарты многих стран мира. Песня вошла в 7-й студийный альбом группы, выпущенный в 1983 году. Альбом назывался «Танго». Я для своей коллекции купил оригинал этого альбома, выпущенный в Германии. В альбоме «Танго», продюсером которого был Роберто Коломбо, группа продолжила свои эксперименты с обновлением своего музыкального стиля. В авангарде всех изменений и экспериментов был Мауро Сабионе со своей передовой техникой тех лет и, конечно же, при поддержке старой гвардии ветеранов группы. В Италии нелегко кардинально изменить свой сценический образ, не потеряв при этом внимание публики. Смелые шаги в сторону перемен звучания Матиа Базар были не слишком серьезно восприняты критиками, которых, к сожалению, не впечатлила искренность стилистического прорыва музыкантов. Но, как говорят, талант пробьет себе дорогу. Первую сторону альбома «Танго» открывает хит на все времена – песня «Римские каникулы». Основу музыки к этой песне Карло Морале придумал во время джима в ночном клубе. Однажды, симпровизировав определенный порядок нот, Морале забыл о них на несколько лет. Но, как потом он рассказывал, эту мелодию он все-таки хранил в уголке своего мозга. И вот 10 лет спустя группа находилась в отеле. Морале ждал в фойе своих коллег по группе. Пока ждал, сел за пианино, стоящее в холле отеля, и как только он коснулся клавиш, он вспомнил те ноты, сыгранные 10 лет тому назад в ночном клубе. Мелодия показалась Карло красивой, поэтому он начинает работать над ней в автобусе, путешествуя по турам с электронной клавиатурой. Где-то между Неаполем и Римом ему приходят на ум ноты вступления, которые прекрасно сочетаются с наброском стиха, который он уже сочинил. Однажды вечером в доме своего друга Клаудио Чекетта, для которого Морале сочинил несколько джинглов, Карло послушал один из них, и ему показалось, он идеально подходит для припева к будущей песне. Морале, вернувшись домой, попытался соединить разные партии вместе и понял, что вместе они играют идеально. В студии он заставляет участников группы послушать песню и по их улыбкам понимает, что у них на руках кое-что значительное. Басист Альдо Стеллито сочиняет текст за пару часов,
хотя позже его переписал Джанкарло Гольци. И вместе с продюсером Роберто Коломбо они создают особую аранжировку в чудесном балансе между электроникой и ретро. Карло Моралес вспоминал: «Во второй половине дня с очаровательной интерпретацией Антонеллы эта масса заметок обрела форму. Я всегда буду помнить тот день и все то поистине волшебное время». Во время выступления на сцене визуальный и звуковой эффект группы замечательный. Одетые в белое, короткие волосы, винтажные микрофоны, Антонелла Руджера красивая, элегантная, в белых перчатках и ретро-гриме. И роскошная мелодия песни «Римские каникулы». После песни «Римские каникулы» на альбоме идет еще один известнейший трек группы, песня с сильным политическим содержанием. Песня «Палестина». Кстати, эта песня была первым кандидатом у группы на исполнение на фестивале в Сан-Ремо в 1983 году, но ее отвергла цензура фестиваля, и группа заменила ее на песню «Римские каникулы». За треком «Палестина» на альбоме следует гиперкинетическая евродиско, трек «Электрошок». Это трек с социально значимым содержанием, с легким оттенком творчества Yellow Magic Orchestra. Затем снова сказочный трек «Интеллигенция». Здесь примечательный арпеджио в припеве, эмбиентные изысканности а-ля Япония и мариконоподобные свистки. Присутствует увлекательная лингвистическая игра, над которой парит приятно деформированный синтезатором голос Антонеллы. Трек «Il Video Sonomi» «Видео – это я» – это довольно новаторская вещь, проецирующая андроидный трайбализм и лазерные вздохи. Далее идет пророческая мелодия «Скака un помата». После следует трек «Танго нель фанго» «Танго в грязи» и завершающий трек «И бомбини дипой» «Дети того времени». Этот трек затрагивает апокалиптическую тему атомной угрозы следующим поколениям. В альбоме «Танго» не только смесь гиперболически переломных мелодий и ритмов. Тексты песен авторства Стеллиты и соавтора Марко Гузетти становятся шутливыми нарезками со сложно уловимым смыслом. К примеру, есть такие слова в тексте: «Медленным и озорным шагом, может быть немного цыганским и старомодным, немного опустоши мою голову, которой у меня нет. Это танго с запахом розы». Да, на этом альбоме группа экспериментирует не только в музыкальном, но и в поэтическом плане. А какие впечатляющие на альбоме оперные реверберации Антонеллы Руджера, напоминающие о творчестве Инны Сумак, экстраординарной перуанской вокалистки, известной 50-е годы. В результате таких смелых экспериментов альбом «Танго» стал шедевром итальянской поп-музыки всех времен. Летом 1983 года Матиа Базар присудили премию Тельгатта как лучшей итальянской группе. Свой 8-й студийный альбом группы под названием «Аристократика» группа выпустила в 1984 году. Я для своей коллекции этот альбом не покупал. Я небольшой ценитель подобного стиля музыки 80-х годов, хотя, безусловно, это весьма оригинальная и интересная работа. Но я бы купил этот альбом просто хотя бы для того, чтобы иметь полный комплект работы группы Матиа Базар в моей коллекции. Этот альбом, скорее всего, самая смелая и авангардная работа группы Матиа Базар. Переехав на какое-то время на постоянное место жительства в Милан, Матиа Базар соприкоснулись с новыми модными художественными течениями и идеями. Группа работала над своим новым музыкальным, художественным, сценографическим и звуковым проектом. К примеру, на обложке альбома и на концертах при исполнении песен с альбома «Аристократика» вокалистка группы Руджера была одета в зеленое платье, специально разработанное итальянским модельером Чинцией Руджери. Это платье стало известно как платье в честь Леви Штрауса. Матиа Базар в поисках нового звучания создает идеальный баланс между применением самых современных электронных инструментов, текстовым материалом песен и гипнотическим, обаятельным, аристократически далеким вокалом Антонеллы Руджера, предлагая слушателям путешествие за пределы реальности. В трек-лист альбома вошли песни в стиле техно-поп, синти-поп, песни, отражающие стиль танго и различные элементы, свойственные работам таких групп как Kraftwerk. Можно утверждать, что своим альбомом «Аристократика» группа Матиа Базар внесла серьезный вклад в синти-поп начала 80-х, расширяя экспериментальную сторону этого стиля, создав более воздушное звучание, в котором вокал Руджера работает как полноправный и основной инструмент арсенала группы. Но, вероятно, именно экспериментальность этого альбома стала главной причиной его скромного коммерческого успеха.
Альбомом «Аристократика» группа завершила триаду своих экспериментальных работ в области электронной музыки. В августе того же 1984 года Матиа Базар впервые приехала на гастроли в СССР. Они давали концерты в Риге, Ленинграде и Москве, выступая в Московском театре оперетты и в спорткомплексе «Олимпийский». Конечно же, в условиях тотального дефицита на выступления западных артистов в СССР итальянцы имели большой успех. Группа впоследствии рассказывала, что принимающая сторона по стандартным тогда правилам приставила к ним помощника. Этого помощника звали Вова. Этот Вовочка явно демонстрировал свой невеселый и недружелюбный характер. Официально он был в роли «подай-принеси». Но группа Матиа Базар понимала, что это агент КГБ, представленный следить за группой и ее контактами с местным населением. Каково же было удивление группы, когда с прошествием нескольких лет они увидели этого мрачноватого, озлобленного Вовочку на посту президента Российской Федерации. Да, собственно, в те годы этого злобного коротышку запускали и в местное русское культурное общество. Кроме слежения за зарубежными музыкантами, он еще подглядывал и подслушивал в обществе художников, выявляя свободомыслие в творческой среде, после чего вольнодумцам-художникам запрещали выставлять публично их картины. Но вернемся к группе Матиа Базар. В 1984 году группу покинул клавишник Мауро Сабионе, отыграв в составе Матиа Базар свое последнее выступление в Пайпер в Риме. Мауро в группе заменил новый клавишник Серджио Косу, и снова музыкальное звучание группы поменялось, становясь менее электронным, более гармоничным, богатым и глубоким, как по форме, так и по содержанию. Осенью 1984 года Матиа Базар выступила на международном песенном фестивале «Ямаха» в Токио. Они исполнили песню черками анкора «Ищи меня снова». Группа заняла в этом конкурсе 6-е место. В 1985 году выходит 9-й студийный альбом группы под названием «Меланхолия». Данный альбом в моей коллекции представлен переизданием 1986 года, выпущенным в Германии. Песня «Сувенир» с альбома «Меланхолия» была представлена группой на песенном фестивале в Сан-Ремо. С ней группа заняла всего лишь 10-е место. Но Матиа Базар снова получили премию критики, а песня «Сувенир» поднялась на 8-е место в чарте синглов в Италии. В моей коллекции есть сингл с песней «Сувенир». Я этот сингл также получил в качестве бонуса от одного из итальянских продавцов винила. Сингл был выпущен в 1985 году. На одной стороне сингла песня «Сувенир», посвященная французской столице. На другой стороне песня «Сулашия» по следам. Песня «Сулашия» взята с первой стороны предыдущего альбома группы «Аристократика». С альбома «Меланхолия» в качестве сингла была также выпущена песня «Тисента» «Я чувствую тебя», которая в 1986 году поднялась на первое место в итальянском чарте, на второе место в чартах Бельгии и Голландии и на 11 место в чарте Германии. Песня стала хитом также в англоязычных странах, благодаря тому, что группа перезаписала ее на английском языке, и она выходила уже с английским названием «I Feel You». Во второй половине 80-х в Италии увеличивается иностранное музыкальное господство. Альбом «Меланхолия» демонстрирует более европейское звучание группы. В создание песенного материала этого альбома вносит свой полноценный вклад уже и новый клавишник группы Серджио Косу. Открывает альбом трек «Тисента», имевший оглушительный успех. Можно сказать, что с этим треком Италия вторгается в европейский музыкальный простор, а отчаянный крик Антонеллы Руджера «Я тебя слышу» становится одним из манифестов 80-х годов. Ретро-атмосфера трека «Кози» «Вещи», облагороженная вызывающим воспоминания текстом, завораживает и погружает в приятные размышления и фантазии. Безупречные треки «Фиуми ди пароле», «О маме, люби меня» и песня «Анджелина». Их приятные мелодии, как всегда с великолепным вокалом Руджера, направляют нас к финальному треку альбома песни «Сувенир». Эта песня своего рода идеальное продолжение прежнего хита группы песни «Римские каникулы». «Сувенир» — это маленький шедевр о любви и Париже, настоящая желанная открытка из прошлого. После выпуска альбома в 1985 году группа совершает длительное турне по Японии, Франции, ФРГ и другим странам Европы и Латинской Америки. Матиа Базар получает лестное признание в тех странах, где их критиковали за излишнюю симфоничность.